Здравствуйте, дорогие друзья! С 14 января до 4 февраля 2022 года период ретроградного Меркурия. Для одних людей этот период будет сложным, а для других, наоборот, очень хорошим. Смотрите видео до конца, и вы обязательно узнаете, на что надо обращать внимание во время ретроградного Меркурия и как правильно использовать потенциал этого периода с наибольшей выгодой для себя и окружающих вас людей. А также, кто эти счастливчики, для кого этот период благоприятный. Вас ждет приятный бонус, дополнительная информация, которая касается каждого из вас, согласно вашей карте рождения. Друзья, подписываясь на мой канал, сразу же нажимайте на колокольчик. Благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео до конца и делитесь, если вам нравится, с другими. Пусть все у вас будет хорошо. Я очень хочу, чтобы мои видео приносили вам пользу. Дорогие друзья, Меркурий оказывает очень сильное влияние на нашу жизнь. Считается, что он покровительствует торговле, финансам, обучению, работе, транспорту и обмену информацией. Во время ретроградного движения Меркурия, как правило, во всех этих сферах деятельности происходят сбои и задержки. Ретро-Меркурий будет находиться до 26 января в знаке Водолея, а с 26 января до 4 февраля в знаке Козерога. Ретроградный Меркурий в Водолее дает нам возможность по-новому посмотреть на темы перемен и независимости. Это прекрасное время, чтобы проанализировать те сферы, где у вас сейчас нет активной деятельности, а наблюдается наоборот застой. Ретроградный Меркурий в Козероге создает предпосылки для пересмотра ранее составленных планов. На ретро-Меркурии не стоит начинать новые дела и проекты, учреждать предприятия, заключать сделки, открывать онлайн-школы, запускать курсы, знакомиться с деловыми партнерами. Как правило, в это время бывают задержки в вопросах подписания, выдачи или оформления любого вида документации. Может произойти отмена ранее назначенных переговоров и изменение других мероприятий. Следует быть готовым к любым неожиданностям и по возможности вообще перенести важные встречи и заключение сделок на более поздние сроки. Вы сразу можете это запланировать, чтобы потом не оказалось, что у вас что-то не получается. Новые знания усваиваются с трудом. Все происходит замедленно и не всегда соответствует нашим ожиданиям. Поэтому придется проявить терпение. В этот период желательно не переезжать в квартиру, дом, офис, не брать и не сдавать в аренду помещения, не производить обмен, так как возможны задержки, обманы и препятствия. Когда закончится ретроградный Меркурий, делайте это все, а в период желательно от всего этого отказаться. Важные и серьезные решения желательно отложить до тех пор, пока Меркурий не выйдет из этого своего чудесного ретроградного состояния. Лучше отказаться от приобретения дорогостоящих вещей. Особенно это касается автомобиля и электронной техники. Если вы уже решили что-то покупать, то тщательно изучайте все условия сделки, чтобы не оказалось там никаких подводных камней. В это время чаще, чем обычно, ломается техника, дают сбои средства связи. Многие теряют мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки. Ухудшается работа транспортных компаний, почты и курьерских служб. Поездки, особенно короткие, могут вообще отложиться или пройти со сложностями и даже потерями. По возможности отложите путешествие. Если вы все же решили отправиться в путешествие, то лучше спланировать все заранее. Очень важно перед отъездом проверить наличие документов и других необходимых вещей. Для многих из вас неблагоприятное воздействие периода ретроградного Меркурия усилится за счет влияния вашей карты рождения. Так как каждый из нас, согласно нумерологии, живет по 9-летнему и 9-месячным циклам. Для того, чтобы определить, каким будет для вас этот период, вам надо рассчитать свое личное число. Личное число
Это сумма чисел дня и месяца вашего рождения, свернутая к однозначному числу от 1 до 9. Например, если вы родились 22.08, тогда вам надо сложить 2 плюс 2 плюс 8 равно 12. Сумму 12 сведите к однозначному числу путем сложения 1 плюс 2 равно 3. Ваше личное число равно тройке. Поставьте видео на паузу и рассчитайте ваше личное число. Вы также можете рассчитать личные числа интересующих вас людей, ведь это могут быть члены вашей семьи или ваши партнеры по бизнесу, может быть сотрудники в вашей фирме. Пример расчета есть также в описании под этим видео. Согласно нумерологии, для людей с личными числами 1, 2, 3, 7, 8 и 9 период ретроградного Меркурия с 14 января до 4 февраля будет не только очень сложным, но может принести существенные потери, если не соблюдать рекомендации, приведенные в этом видео. Информацию о том, каким для вас является 2022 год, можно узнать из моего видео «Прогноз на 2022 год». Ссылка на видео сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в конечных заставках и в описании под этим видео. Что же можно делать во время ретроградного Меркурия? Вы можете анализировать принятые ранее решения и произошедшие события. Это поможет выявить и исправить возможные ошибки. Увольняться с работы, если вы к этому уже созрели. Консультироваться у нумерологов, астрологов, психологов. Начинать психотерапию, для кого это очень актуально. Отдавать в ремонт поломанную технику и автомобили. Благоприятными будут завершения старых дел, встречи с давними друзьями и знакомыми, а также окончание учебы. Хороший период, чтобы закрепить полученные ранее знания, а также медитировать, очищать и успокаивать свой ум. В это время следует особо внимательно прислушиваться к интуиции. Это поможет не только избежать ошибок и потерь, но и будет вам во благо. Интересно, что в январе мы сталкиваемся с ретроградностью двух планет – Меркурия и Венеры. Информацию о влиянии периода ретро-Венеры на вашу жизнь можно узнать из моего видео «Ретроградная Венера» с 19 декабря 2021 года по 29 января 2022 года, ссылка на которое сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в конечных заставках и в описании под этим видео. Обращаю ваше внимание на тот факт, что периоды ретроградного Меркурия происходят ежегодно, и их общая длительность составляет больше 2 месяцев в году. Таким образом, в вашем окружении есть люди, которые родились в период ретроградного Меркурия. Вы также можете оказаться среди них. А для людей, рожденных в этот период, это время принесет массу приятных сюрпризов. Оказывается, в период ретроградного Меркурия они являются везунчиками. У них появляется много возможностей, и им следует максимально использовать это время для реализации своих планов. Мой опыт консультирования показывает, что если клиент что-то срочно решил купить или оформить сделку в период ретроградного Меркурия, то ему необходимо для этого привлекать людей, которые родились в этот период. Я рекомендую также для выбора благоприятных дат пользоваться моими нумерологическими прогнозами на год и конкретный месяц, которые вы можете узнать из моих видео в плейлисте «Прогнозы». Ссылка на плейлист есть в конечных заставках и в описании под этим видео. Может так оказаться, что согласно нумерологии для вас или человека, на которого вы хотите оформить сделку, это не самое лучшее время. И то, что вы или он родились на ретроградном Меркурии, не спасет ситуацию. Следующий период ретроградного Меркурия будет с 10 мая до 3 июня 2022 года. Я обязательно сделаю видео на эту тему. Следите за анонсами моих видео в соцсетях, а также на моем канале. Искренне желаю вам, чтобы вы всегда находили выход из любой ситуации. Друзья, подписавшись на канал и нажав на колокольчик, вы не пропустите мои новые видео и прямые эфиры. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями.
Учитесь жить в гармонии со своей датой рождения, и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. Всем добра и благости. До новых встреч!